Группа Ghost — это не только музыка на стыке жанров с театрализованными концертными выступлениями, но и полноценная вселенная с сюжетом, развивающимся через короткометражные эпизоды с выходом альбомов. Вместе с короткометражками клипы группы визуально не просто сняты хорошо, а часто снимаются как кино, своим визуальным стилем отсылая на какой-то временной промежуток в кинематографе и представляя из себя не просто подходящий песне визуальный ряд, а сюжет, ее дополняющий. Борода не навсегда. Сейчас я снимаюсь в своей же короткометражке, и пока не досниму ее, бриться не буду. Такие дела. У вас, наверное, назрел вопрос, почему это я на моем киноканале говорю о музыке. Дело в том, что несмотря на то, что мой любимый вид искусства — это кино, я также очень люблю и музыку, и в частности группу Ghost. Это одна из моих любимых групп. Если кто помнит видео про Шванкмайера, то там я добавил персонажа, вдохновленный именно Ghost, и появляется он, собственно, под их композицию. Так как у меня все-таки киноканал, я не мог делать видео исключительно о музыке, поэтому я решил отыскать и разобрать несколько музыкальных групп, концепт которых в разной степени создавался под впечатлением от кинематографа, и внутри которых есть некий сюжет. Ну и разборы клипов здесь тоже будут. Шведский музыкант Тобиас Форге, придумывая концепцию своей группы, хотел взять все то, что он любил в музыке, кино и театре 80-х, и совместить, но как что-то целостное, грандиозное и не скучное. Во время гастролей со вторым альбомом он заметил, что аудитория не трясет головами и вообще ведет себя достаточно спокойно, к чему он не привык, так как раньше играл разную музыку, в том числе и настоящий дэт метал. Он понял, что ему нужно аккомпанирующее музыке зрелище. Большинству всех этих металлистов-пуритан нужно понять, что в шоу должна быть определенная доля зрелищности. На третьем альбоме концерты группы становятся более продуманными и театрализованными, а в центре внимания появляется новый персонаж – Папа Эмеритус III, куда более подвижный на сцене и развязный в поведении. Вероятно, пришла пора объяснить, что это за персонажи такие и сменяющие друг друга Папы Эмеритусы. Начало Ghost Тобиас Форге положил еще в 2006 году, когда в составе дэт-метал группы Repugnant работал над их альбомом и придумал пару рифов на басу. Чуть позже к ним он напишет весьма мрачную лирику о сатане, ведьмах и освобождении, и назовет эту песню Satan's Net. Когда альбом Repugnant был готов, Форге захотел поделиться этой песней со своим другом Густавом Линдстримом, у которого дома было звукозаписывающее оборудование. Там они запишут ее первое демо, еще на шведском, чтобы позже эта песня превратилась в Stand By Him, первую песню из первого альбома Ghost Opus Eponymous, что с латыни означает «одноименный». Только к 2008 году к ней прибавилось еще две песни – Death Knell и Prime Mover. Все вместе эти три песни были крайне сатанинскими и кем-то могли бы быть восприняты как самое настоящее буквальное восхваление сатаны, что вселяло некоторое волнение в Тобиаса Форге, который не был уверен, что вполне справится с этой тематикой, и что было бы странно, чтобы столь концептуальную музыку на сцену выходили исполнять просто несколько парней в футболках. Тогда же пришло осознание, что эта группа может стать тем самым театрализованным костюмированным проектом, мысли о котором не выходили у него из головы много лет. В тот же самый момент пришла идея сделать участников группы анонимными и безымянными гулями, но чего-то не хватало. Тут Форге неожиданно помог фильм «Индиана Джонс и Храм Судьбы», где в сцене с ритуалом появляется предводитель и его последователи, у которых нарисованы подобия черепов на лицах. Тогда Форге и понял, какой грим будет у его центральной фигуры. Черепа хорошо подошли, потому что это сразу дает определенный настрой, и фронтмена с таким гримом хорошо видно издалека. К тому же черепа были довольно олдскульной вещью в среде рок-музыки, а Форге как раз очень нужно было создать чувство ностальгии. Это был 2010 год, когда все эти хипстерские веяния были на пике популярности, и все, что вызывало ностальгию, вызывало интерес. Как только ты что-то забираешь, люди начинают хотеть этого. Придерживаясь этих мнений, Форге решил, что фронтмен будет не один. Он решил менять свой визуальный образ с каждым альбомом, а также менять звучание, улучшать шоу и развивать внутренний сюжет, чтобы у слушателя создавалось ощущение больших перемен и ностальгии.
Сам я не желаю устанавливаться на музыкальном стиле группы, однако для полноты картины, думаю, вам все-таки нужно об этом узнать. Поэтому здесь мне поможет Олеся, автор музыкального блога «Брыщ». Все мы с вами ходили в школу и получали примерно один базовый пакет знаний. Большинство по итогу сказало: мне это в жизни не пригодится. Но 3 человека из 1000 ушли в науку, сделали научные открытия, и таким методом мир развивается уже несколько столетий. То же самое происходит с музыкой. Большинство молодых музыкантов играет базовую музыку, то, что слушали раньше, и то, почему фанатели. И только единицы делают открытия, привносят в музыкальный мир что-то новое, развивая музыку. И именно они становятся новыми звездами, потому что людям это интересно. Группа Ghost — ярчайший пример этого явления. На их музыку можно налепить кучу ярлыков: хэви, дум, метал, непонятных для тех людей, которые музыкой не интересуются. Просто представьте, что человек, который слушал Black Sabbath, Guns N' Roses, Metallica, ABBA, смог собрать сливки с этой музыки и создать свой отдельный шедевр с отголосками любимых мотивов. И помимо этого привнести во все это свою мрачно-юмористическую идею и историю персонажей. Вернемся к первому альбому, который выйдет еще через 2 года после создания концепции группы в 2010 году. Обложка альбома была вдохновлена постером ТВ-фильма «Салемские вампиры» экранизации Стивена Кинга, что уже говорит о некоем вдохновлении фильмами ужасов. Первый папа Эмеритус выглядит самым старым из всех на данный момент 4 пап. Его лицо сильно испещрено морщинами и складками, чем он походит на вампира из вышеупомянутого фильма. И плюс его манера расправлять полы своего одеяния также выглядит как референс к этому упырю. Если рассматривать обложку отдельно от источника вдохновения, то она вполне подходит к общей направленности альбома. Нависающая угроза в виде прихода сатаны, который ближе к концу альбома по сюжету, описанному в текстах песен, отправляет на землю своего сына, Антихриста. Тобиас Форги человек неверующий и сатану всегда считал лишь символом. Символом раскрепощения, познания, свободы, сексуальности, самовыражения. Против всего этого, по мнению Форги, выступают богобоязненные христиане, чью сторону принято считать положительной. О такой лицемерной стороне религии много было сказано в серии фильмов «Омен», которая всегда очень вдохновляла Форги. О лживой природе религии сказано многое, и Дэмиан Торн указывает на эти вещи, на лицемерную натуру той стороны, что принято считать хорошей, хотя на самом деле она не такая уж и положительная. Вспоминая историю, можно сказать, что христианство не принесло людям счастья. За ним стелется след слез, крови и ужаса. Идея избранности одного человека высшими силами будет не только использована в этом альбоме в виде буквальной истории о разрушительном приходе Антихриста в мир людей, но и дальше будет то тут, то там мелькать в последующих альбомах группы. Очевидно, потому что Форги был вдохновлен этими фильмами еще с подросткового возраста. Сама мысль, что ты можешь быть тем самым избранным Антихристом, которому суждены великие свершения, очень совпадала с моим мироощущением в 13 лет. Немалое влияние на первый и самый сатанинский альбом группы оказал и фильм «Изгоняющий дьявола», который, по признанию Форги, был пересмотрен им довольно много раз. Кажется, я впервые посмотрел этот фильм в 11 или 12 лет, когда меня серьезно увлекала идея следовать образу сатаны. Я смотрел этот фильм неоднократно на протяжении долгих лет и понимаю, что это действительно выдающаяся картина. Так, ребятушки, давайте прервемся на секундочку, я психопат из будущего, и у меня для вас очень важное послание. Досмотрите это видео до конца. Это сейчас очень помогает продвигать ролики, и даже если вы хотите дропнуть ролик на середине, просто поставьте его фоном, пусть он спокойно себе доиграет, а вы занимаетесь своими делами. Это очень важно. Спасибо. И хотя явно положительной стороной конфликта в «Изгоняющем дьявола» является священник, в самом же альбоме ни о каком изгнании речи не идет, а как раз наоборот. Песни «Священное собрание с Богом» и «Ритуал» буквально посвящены призыву дьявола, а в песне «Сатанинская молитва» звучит строчка «Слышь нашу молитву сатане, наш антиникейский символ веры». Данная строка прямо отсылает на христианскую формулу вероисповедания, а упомянутые в песне старинные свитки рифм отсылают на церковный документ, в котором сама формула и записана. Икона же с изображением этого документа была полностью переиначена на задней части альбома, где вместо священного текста мы видим список песен, последняя из которых инструментальная композиция Genesis возвещает о рождении Антихриста.
Следующий альбом группы, как и следующего папу, мир увидел в 2013 году. Название альбома переводится как «самый зловещий» или «самый враждебный» и относится к Антихристу, который на альбоме официально воплотился в человеческом обличии. Обложка самого альбома снова вдохновлена фильмом, на сей раз это «Амадей», частично биографический фильм о Моцарте и Сальери. На постере фильма Моцарт предстает в ужасающем обличии. Своими руками он забирает себе будто весь мир. Таким его видит Сальери, для которого Моцарт является конкурентом. Сюжет альбома же рассказывает о ребенке дьявола, который прибыл на Землю и только готовится захватить мир. А на самом постере Папа Эмеритус II, являясь воплощением дьявола, приносит ребенка на Землю, возвещая о грядущем порабощении. Альбом посвящен метафорическому присутствию Антихриста на Земле, и здесь, как нигде больше за всю историю группы, заметно влияние серии фильмов «Омен». В целом, сюжет альбома нельзя рассматривать как отсылающий к «Омен», потому что, скажем так, история о приходе Антихриста на Землю довольно древняя. А вот одна строчка в песне «Идолопоклонство» явно указывает на вдохновение фильмом. Песня поется от имени Антихриста, упоминающего, что ученики Дозора ждут его приказа. Ученики Дозора — это культ, участники которого на протяжении 3 фильмов тайно помогали Дэмиену продвигаться все дальше по карьерной лестнице и оберегали его от опасностей. Науман опять же отсылает клип «Нулевой год», между прочим, первый кинематографический клип группы. До этого были только концертные записи и клип на Secular Haze, который тоже по сути концертный. В клипе группы Папа Эмеритус II предстает без грима и исполняет роль предводителя некоего культа, внутри которого его явно почитают и боготворят. Вместе с этим нам периодически показывают мальчика, который в зловещем жесте протягивает руки к небу, и над которым это небо наполняется тьмой, что говорит нам о его принадлежности к темным силам. Также он просматривает дьявольские иллюстрации в какой-то книге. Возможно, это иллюстрации из Нового Завета, который во 2-м фильме читает Дэмиен и из которого узнает, кто он такой. Но, конечно, все это, так сказать, косвенные улики. Расставит все на места финальный кадр клипа, в котором камера надолго задерживается на мальчике, после чего на его лице появляется зловещая улыбка. Здесь уже не остается никаких сомнений во вдохновении серии «Омен». Аналогичным кадром заканчивается первый фильм. Думаю, что из серии «Омен» можно многое почерпнуть. К примеру, речь Дэмиена перед изваянием Христа в 3-й части. Можно заметить, что я из нее многое позаимствовал, поскольку она очень впечатляет. Учитывая увлеченность Форги старыми фильмами ужасов, справедливо предположить, что для внешности своих пап он мог взять как прототип внешность какого-нибудь знаменитого актера хорроров. Винсент Прайс – звезда фильмов ужасов и экранизаций мистических рассказов Эдгара Аллана По, немного измененную цитату из стихотворения которого Форги использует в первой песне из следующего альбома. Папа без грима довольно сильно напоминает Прайса. К тому же в одном из 2 комедийных эпизодов Ghost, о которых я расскажу позже, был прямым текстом упомянут Прайс как прообраз папы. Но также он напоминает и кое-кого еще. Антон Лавей, создатель сатанинской Библии и Церкви Сатаны, уже подходит сюда по тематике, не так ли? У Лавея было много последователей и почитателей, так что на сюжет клипа его персона вполне ложится. Ну и внешность, собственно говоря. Не точь-в-точь, но вполне могла послужить одним из прототипов. Альбом заканчивается песней Monstrance Clag, описывающей обряд, восхваляющий окончательный приход Антихриста. Однако на этом время второго папы не подходит к концу. При его правлении также выходит первый EP группы под названием If You Have Ghosts, на котором можно услышать 4 кавера и концертную запись Secular Haze. Вдохновлением для обложки альбома снова послужит фильм. На этот раз это снова фильм про вампиров, Носферату 1922 года, а точнее один его кадр для обложки и другой для задника. Кстати, о оформлении альбома. Польский художник, имя которого я, пожалуй, не буду пытаться произнести, нарисовал обложку для каждого трека 2-го альбома. Чебейли Сепия, гротеск, высокая детализация. Художник создал потрясающие картины, отражающие суть каждой песни. На 2-м альбоме группы были сделаны первые шаги в сторону раскрытия вселенной Ghost через короткометражки. Папаганда — это серия из 2 комедийных видео, в которых у одного из гулей и действующего папы берут интервью, а также немного раскрывается внутренний мир последнего. Один из гулей говорит о папе не как о новом образе, а как о действительно новом человеке, который был выбран для 2-го альбома в силу своей энергии и способности завести большее количество народа.
Честно говоря, когда я впервые познакомился с Ghost, мне показалось, что на каждый новый альбом действительно берут нового фронтмена. — 29 мая 2015 года на канале Ghost выходит короткометражка под названием «Призыв». В ней впервые появляется сестра Император и духовенство. Она является главой духовенства Ghost, занимающейся подбором новых пап и разработкой плана по распространению влияния Ghost как чего-то подобного религии. В этой короткометражке она недовольна тем, что после выхода второго альбома не было создано ни одной церкви во имя Ghost, и также не было обращено в веру ни одного мирового лидера, в связи с чем было решено выбрать нового папу, который еще шире распространит новую музыку. Не случайно третий альбом группы Мелиора переводится как «Стремление к лучшему». Новый папа Эмеритус III — это младший брат второго и первого пап, более молодой, энергичный и развязный, внешность которому в этот раз подарил американский актер Белла Лугоши, известный своими ролями в фильмах ужасов, наиболее популярной из которых это роль самого каноничного Дракулы. Весь цикл третьего альбома стал еще больше опираться на кинематографические произведения, чем первые два, отдавая предпочтение немецкому экспрессионизму и футуризму, как главным источникам вдохновения для клипов и оформления альбома. По словам одного из безымянных гулей, это альбом о современных мужчине и женщине в их стремлении к цели в жизни. Также кто-то из гулей описал альбом следующим образом. Мне кажется, наиболее удачным переводом названия альбома с латыни станет «Стремление к лучшему» во всех отношениях. Здесь присутствует ирония, это зенит, которого мы достигли. Мы всегда строим выше, мы всегда становимся немного быстрее. Все стараются получать больше денег, кто-то прилагает усилия, чтобы стать выше, а кто-то худее. Это постоянное усовершенствование, к которому мы так стремимся. Под подобное описание как нельзя лучше подходит футуристический сеттинг огромного мегаполиса в стиле ар-деко, достигшего если не пика, то точно большой высоты в технологическом развитии. В таком городе современный человек испробовал все, что может дать ему технология, и впадает в уныние, не найдя кроме этого больше ничего. В соответствующем стиле обложку и задник альбома, а также обложки песен оформил уже известный нам польский художник. Мне особенно приглянулась обложка трека From the Pinnacle to the Pit, что переводится как «От вершины до ямы». На обложке мы видим вид с наивысшей точки огромного мегаполиса. Город, снятый будто на рыбий глаз, представляет из себя большой шар, который очень плотно застроен монструозных размеров зданиями, между которыми будто нет никакого свободного пространства. Из-за обилия остроконечных построек город похож на угрюмую шипастую сферу, быть властелином которой должно быть не так уж и весело. В этом заключена символика технологической вершины, после достижения которой остается мало смысла для существования. Сама же песня повествует одновременно и о возвышении, и о падении. Как сказал один из гулей, это альбом о стремлении к цели современных мужчины и женщины, поэтому на обложке с этой самой вершины женщина падает на острые копья прогресса, а в клипе мужчина. Но это далеко не все. Помимо названных выше тем, эта песня еще и пересказывает изгнание сатаны из рая, что подтверждает строчка «Тебя швырнули с небес на землю, осыпаются почерневшие перья». Также и в обложке не обошлось без религиозных параллелей. В самом центре города возвышается статуя Папы Эмеритуса, которая за исключением головы и нескольких других деталей повторяет знаменитое изваяние Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро. Таким образом, Ghost в очередной раз играет на теме тождественности группы и религии. Лирика имеет дело с пустотой, которая возникает, когда нет Бога, когда нет никого, кто мог бы помочь вам. Но даже в этом случае всегда найдется какой-нибудь ублюдок, который даст тебе совет. И группа в основном изображается как религиозная тусовка, которая приходит туда с направляющей рукой. Мы предлагаем единственное место в мире, которое является духовным. Клип на эту песню параллельно рассказывает еще одну историю, связанную с отсутствием бога и гордыней человека. Некое высшее общество избрало одного подростка, чтобы тот нес в себе великую силу, называемую в клипе светом. Однако тот, увидев, кем в будущем ему придется стать, отвергает это, бросается вниз с крыши и, превратившись в Папу Эмеритуса III, отдает людям свет. Ну и финальный кадр повторяет альбомную обложку трека. Клип состоит из отдельно отснятых кадров, смешанных с кадрами из старых фильмов 20-30-х годов, преимущественно с кадрами из фильма «Мадам Сатана», который по сути имеет мало отношения к сюжету песни или клипа, однако при помощи магии монтажа и субтитров кадры вполне себе вписались.
Также никуда без фильма «Метрополис», футуризм и архитектуру в стиле ар-деко которого не слабо так повлияло на художественное оформление альбома и на целых 2 клипа. Вместе с этим обложка их лайв-альбома Ceremony and Devotion отсылает на один из знаменитых кадров Метрополиса. А для выступлений в Лос-Анджелесе в октябре 2016 года был специально создан постер, практически копирующий постер вышеназванного фильма. Вернемся к клипу. Сюжет здесь помимо названного выше падения Люцифера из рая дополнен использованием мифа о Прометее, который сам по себе перекликается с историей сатаны. Прометей украл из кузницы Гефеста огонь и отдал его людям, научив также его добывать, таким образом сделав человека сильнейшим существом на земле. Такого не было задумано Зевсом, так что за это Прометей был обречен быть прикованным к скале, где его вечно отрастающую печень будет клевать орел. Символизм этого мифа не очень сложен, если коротко, то Прометей не раз идет наперекор установленной строгой иерархии, символизируя собой свободу воли, которой были лишены люди, строго контролировавшиеся богами. В истории сатаны была похожая ситуация. Сатана был любимым ангелом Бога и вообще среди ангелов самым прекрасным, из-за чего он очень сильно возгордился и в, казалось бы, благом стремлении дать свободу волю людям посягнул на божественные силы, за что и был изгнан из рая. Если посмотреть на клип, то параллели с этими историями становятся весьма очевидны. Но и здесь, в этом музыкальном произведении, не заканчивается вдохновение кино. Помимо альбомной обложки у песни есть обложка как сингла, за основу которой был взят постер фильма «Бразилия» Терри Гиллиама. Да и сам фильм опять же имеет некое отношение к клипу. Фильм демонстрирует антиутопию с классовым неравенством, похожим на показанное в Метрополисе. Также и в Бразилии мы видим еще один антиутопичный мир, но только с элементами комедии. Если вы хорошо знакомы с Ghost, то знаете, что юмор в концепте группы занимает не последнее место. Поверьте, я искренне восхищаюсь и по-настоящему ценю серьезный ортодоксальный подход к темной тематике. Но в моем понимании смех, сатира и комедия четко следованы церкви как структуре и любому конформизму. Для меня юмор и комизм вполне естественны. Для разговора о юморе в Ghost следует разобрать их клип Square Hammer, который вышел как сингл после выхода альбома и позже вошел в делюкс-версию Мелиоры. Клип не только по стилю схож с предыдущим, но еще и связан с ним сюжетно. В начале клипа папа читает в газете о том, как таинственный призрак вступил в борьбу с олигархами, что в общем и произошло в предыдущем клипе. Здесь же клип не использует кадры из старых фильмов, а сам очень сильно состарен. И часть клипа здесь опять же демонстрирует сеттинг, напоминающий Метрополис. В песне говорится о тех, кто желает обладать некой силой, но при этом ничем не жертвуя. А само видео демонстрирует некую преемственность пап и, вероятно, предсказывает уход третьего папы, который пришел как звезда на примеру своего собственного фильма. Да не просто фильма, а первого в мире фильма. Фильм этот представляет из себя поклон Носферату 22 года, где папа и предстает в роли вампира. Пару образов оттуда уже были использованы на втором альбоме. Внутри же замка пришедшему гостю он предлагает принять молот правды или молот истины, после чего фильм переносится в реальный мир, а папа, превратившись в кучу летучих мышей, атакует зрителей в зале. Меня восхищает то, как Форги соединяет юмор с мрачной тематикой. Эти магические пассы, намеренно наивные спецэффекты, омаж на Чарли Чаплина в этом забавном выходе из зала, да и в целом движения группы здесь напоминают манеру жестикулировать в немых фильмах. Я позволю себе не согласиться с утверждением, что сатанинский металл должен быть серьезным и не изобиловать вульгарщиной. Вовсе нет, напротив, особенно богохульным становится именно смешное. Смех — это от лукавого. Помните имя Розы? Согласно архаичным христианским воззрениям, смех и комедия — происки дьявола. Заканчивается клип кадрами, где призрак возвышается над городом, его глаз загорается, так же, как и глаз папы. Переходим к клипу на песню Сирис. Лирика песни имеет дело с призывом обнажить свою душу сатане, который примет тебя таким, какой ты есть. В клипе нам показывают школьный конкурс талантов, на котором выступает мини-версия Ghost. Мини-папа фокусирует свои мистические силы на скучающей девочке, и между ними возникает связь. В итоге девочка, защищая его от директора школы или кого-то вроде этого, обнаруживает в себе скрытые силы и устраивает массовую психокинетическую бойню, но ее останавливает директор, обрывающий песню. В общем-то, вся эта история была вдохновлена фильмом Кэрри, экранизацией Стивена Кинга. Самый очевидный момент вдохновления фильмом — это кульминация, которая выглядит практически аналогично. Но кроме этого, фильм имеет дело и с религией. Повтори. Нет, это грех.
Нет, мама, нет. Мать Кэрри была настоящей пуританкой, и мало того, что портила ей жизнь строгим режимом в их доме, но еще и считала, что ее силы от сатаны. Постер трека также самым прямым образом отсылает на постер «Молчание ягнят», и тоже не случайно. В фильме Ганнибал Лектор является неким персональным дьяволом-искусителем для Кларисы. Будучи проницательным психиатром, он мастерски залезает в ее голову, манипулируя ей. Таким образом, в этом клипе мы имеем дьявола-искусителя из «Молчания ягнят» и Кэрри. Ну и, конечно, клип немного состарен на монтаже для пущего эффекта, куда же без него. Остался только клип на песню He Is, но тут у нас немного иная ситуация. Его сюжет вдохновлен не фильмами, а религиозными сектами и их предводителями. В прекрасно снятом клипе папа предстает как раз в роли одного такого целителя, прорицателя и локального секс-символа. Также Форги продолжил веселиться в оформлении обложек, и поэтому обложка Majesty у нас сделана в стиле Кинг-Конга. Клипы из цикла третьего альбома закончились, но по части вдохновения фильмами мне еще есть что сказать. EP Pop Star, на котором изначально был представлен единственный оригинальный трек, также включает в себя и 4 кавера. Как и всегда, Ghost так переначивают оригинал, что практически делают песню своей. Обложка EP берет свои истоки у несозданного Дворца Советов. Дворец Советов должен был стать местом проведения сессии Верховного Совета СССР. Так что это вполне понятный выбор для обложки, учитывая антиутопическую тематику оформления. Антиутопии, как мы знаем, часто имеют дело с сеттингом тоталитарных государств. Так как собрание Верховного Совета это событие важное, на обложке трека мы видим этих двух существ, вросших в здание и играющих в шахматы. Ну типа политика это игра, решаются судьбы мира и людей, и все такое. Чуть позже в специальной версии EP был добавлен трек «Зенит» с обложкой, повторяющую фильм «Ребенок Розмари» Романа Полански. В фильме сюжет вертится вокруг беременности главной героини, только вынашивает она не обычного ребенка, а ребенка сатаны, поэтому в центре постера мы видим детскую коляску. На постере же трек «Зенит», на ее месте тележка из супермаркета. Полагаю, таким образом Ghost дают жизни в мегаполисе практически религиозный символ, и, учитывая тематику альбома, религия это является консюмеризм. История третьего папы заканчивается трагично. На его последнем концерте его прямо во время выступления со сцены уводят пара громил, а на его месте появляется папа Нихил или папа Эмеритус нулевой, отец всех 3 пап, который сообщает о том, что теперь наступают средние века. Наконец, с циклом Мелиоры мы покончили. Перейдем теперь на последний на данный момент альбом группы – Приквел. «31 марта 2018 года выходит первая из 8 короткометражек, развивающий сюжет вселенной Ghost. Снято они отлично, не обошлось без стилизации под ретро и ЧБ было, а также и тарантиновские диалоги про дерьмовую концовку третьей части Omen, да и вообще про трилогию. Также в интервью про хорроры Форги высказался о своей любви к «Сиянию» Кубрика, так что в одном из эпизодов он чуть ли не создал ремейк фильма. В целом идея с развитием какого-то киношного бэкграунда группы со второго альбома была доведена до ума и сильно улучшена. Если там эпизоды представляли из себя по большей части монологи сестры императрицы, то тут есть полноценное развитие и много действия. Также и комедии сильно прибавилось. My father was Papa, his father, his father's father, his father's father's father. Важным событием стало убийство всех предыдущих пап и последующее их бальзамирование. После этого на них в качестве мумий действительно можно было посмотреть в ходе тура в поддержку приквела. Начнем же наконец разбор альбома. Своей тематикой он сосредоточился на чуме или черной смерти, когда-то унесшей жизни половины населения Европы. Соответственно, кроме использования средневековых мотивов, лирика песен имеет дело с выживанием, жизнью и смертью, а также с вечными вопросами, сопутствующими этой теме. Например, композиция Pro Memoria советует помнить о смерти, о том, что она все время рядом, но при этом бояться ее не стоит. А Life Eternal, заключительная композиция альбома, заканчивается словами «Если бы ты мог жить вечно».
На смену третьему папе пришел кардинал Копия, такой же подвижный и резвый, но, к сожалению, пока не достигший титула папы эмеритуса. Поэтому на четвертом альбоме он типа на испытательном сроке, так как не входит в кровное родство с папой Нихилом. Первый клип с альбома на композицию «Крысы» наиболее всего сосредоточен на теме чумы, и, к сожалению, в нем мало что можно разобрать. Опять же, стилизация под старину, качество съемки только возросло, но по части отсылок к кино тут я ничего не нашел. Но видеоработы тут, как и раньше, имеют больше одного слоя. В конце клипа появляется кардинал на белом коне, скорее всего олицетворяя собой чумного всадника апокалипсиса, который восседает как раз на таком коне. Вместе с этим клип завершается танцевальным эпизодом оживших трупов, да и в течение клипа танцев было достаточно. Это явно отсылает на танцевальную чуму 1518 года, самый известный из подобных прецедентов. Тогда в Страсбурге на протяжении нескольких месяцев около 400 человек беспрерывно танцевали. Кого-то лихорадка отпускала, а кто-то умирал от сердечных приступов или от физического истощения. Еще немного о смертельных танцах. Если на первом альбоме группы Тобиас Форге хотел добиться более олдового метального звучания и действительно мрачной атмосферы, то четвертый находится уже на совершенно иной стезе, что ярче всего иллюстрирует композиция Dance Macabre, которую в Classic Rock Magazine назвали настоящим клубным хитом 80-х. По части кинореференсов клип на эту песню намного интереснее предыдущего. С самого его начала он демонстрирует явное вдохновение шоу Рокки-хоррора, где главные герои приходят в замок и их встречает зловещий дворецкий Риф Раф. Ровно то же самое мы видим и в клипе, за исключением одной детали. Клип обретает цвет только когда герои входят в дом. В действительности такой прием был задуман и в самом фильме. Это должно было отсылать на волшебника страны Оз, где жизнь Дороти получала краски, когда та соответственно входила в страну Оз. А сам фильм задумывался как темная версия этой детской сказки. Кроме этого, клип начинается с титров, возвещающих о том, что действие фильма происходит в Трансильвании, что само по себе отсылает на истоки всего хоррор-жанра и к тому же снова на Рокки-хоррора, который является трансвеститом с планеты транссексуалей из галактики Трансильвания. И плюс тут титры в похожем стиле. Когда герои оказываются внутри дома, их сразу окружают развлекающиеся люди, чьи лица раскрашены специфическим образом. Клип, отдавая дань истокам хоррора, таким образом отсылает на фильм «Карнавал душ», в котором лица призраков раскрашены точно так же, что само по себе уже о чем-то говорит, так как название группы переводится как «призрак». Но при этом идет еще глубже. «Карнавал душ» вдохновил Джорджа Ромеро на создание «Ночи живых мертвецов», фильмы, который по распространенному мнению породил жанр зомби-хоррора. В свою очередь, одно движение знаменитого танца зомби из 13-минутного музыкального клипа Майкла Джексона «Триллер» перекочевало в Dance Macabre. Кто-то скажет случайность, но я скажу, посмотрите на концовки этих двух клипов. Также в песне Ghost есть строчка «Скоро ты услышишь колокольный звон ближе к полуночи». Это одновременная отсылка на рабочее название альбома «Триллер», а именно «Полуночный человек», и на роман Эдгара Аллана По, вместе с его экранизацией «Маска красной смерти». Об этом поподробнее. Как я упоминал раньше, Форге уже ссылался на творчество По, но лишь косвенно. Также прообразом второго папы стал Винсент Прайс, звезда многочисленных экранизаций По. Именно Прайс озвучивал отрывок из песни «Триллер», и именно он подарил концовке клипа свой зловещий смех. Также, когда в клипе персонажи выходят из кинотеатра, там можно увидеть постер «Угадайте, какого фильма». Да, «Маска красной смерти», в которой Винсент Прайс сыграл главную роль. В романе у По присутствовали часы, из-за боя которых ровно в полночь музыканты переставали играть, а люди танцевать. И именно со строчек про звон часов в полночь и начинается песня. Однако это не самое главное. Сама концепция костюмированного бала, который превращается в танец мертвецов, покрытых кровью, идет из того же источника. Пришла пора другой начать мне танец. Танец смерти. Форге так описывает идею песни. Dance Macabre стремится запечатлеть радостную ночную жизнь людей, которые чрезмерно веселятся, зная, что скоро умрут. Также персонаж Прайса вместе с его свитой поклоняются сатане. Он считает, что бог мертв, и высказывается о лицемерной природе христианства прямо как Воман, ссылаясь на охоту на ведьм, унесшие тысячи жизней невинных людей. А сам же при этом принц Проспера, упрятав кучу людей в своем замке в недосягаемости от эпидемии чумы, планировал принести их в жертву дьяволу. В клип также перекочевал
небывалый момент, когда толпа людей накрывает его со всех сторон. В общем, перекрестных тем у этих двух произведений очень много. Также эта вечеринка снова сможет отсылать на классику жанра, одну из частей «Байка из склепа» — «Кровавый бордель», где двое друзей попадают на развратную вечеринку, изрядно удивляются грандиозности происходящего, как и в клипе, а потом оказывается, что тут всем заправляют вампиры. В общем, клип весьма и весьма продуманный, со связанной тематической сетью омажей и отсылок, а не с просто плакатиками на заднем фоне то тут, то там. EP 7 Inch of Satanic Panic — это на данный момент последний релиз группы вместе с клипом на песню Kiss the Gold Goat с этого EP. Получился чисто сюжетный клип-короткометражка с дополнительными деталями касательно истории сестры императрицы и папы Нихиля, чью первую встречу и по сути приквел ко всей истории Ghost мы увидели в Dance Macabre. По шуточному утверждению Форги, эти песни были написаны Ghost, но 50 лет назад, а изданы только сейчас. И действительно, настолько в старину Тобиас не ударялся еще никогда. Это как видно в клипах, так и слышно в песнях. Но по части кинематографа тут сказать нечего, поэтому мы закругляемся. Тобиас Форги не просто продумал концепт костюмированной музыкальной группы до мельчайших деталей, но и придумал для нее полноценный киношный бэкграунд, что, по сути, один из уникальных случаев для музыкальной индустрии. По его словам, сейчас на очень ранней стадии разработки находится вообще целый фильм, связанный со вселенной группы. Думаю, скоро можно и альбом ждать, так как весной Кардинала Копию официально короновали в папу Эмеритуса IV. История продолжается. Но эта группа не единственная такая в своем роде, так что если знаете подобные, то пишите об этом внизу. И если хотите продолжение этой рубрики, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, обязательно нажимайте на колокольчик, а также подписывайтесь на мою группу в ВК, на Инстаграм, и давайте будем очень особенными вместе.